Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре полуакустическая гитара от компании Aria Pro 2, модель TA Classic. Эта гитара всем своим внешним видом говорит «Я Gibson ES-335». Собственно, и спецификации у корпуса очень похожие, потому что дека из клена с центральным блоком из красного дерева, гриф тоже из клена, и накладка тут, кстати, не палисандр или черное дерево стандартный для таких гитар, а Techwood. С одной стороны, это как бы композитный материал и не совсем дерево, с другой стороны, лады из такого никогда не вылезут, а уж с нашим климатом, ну вы сами знаете, каждый сезон носить к мастеру устанешь, а тут как бы все останется закатанным, потому что это не дерево, и оно не будет так сильно сужаться. По всему остальному это, в принципе, опять же скажу, стандартный 335, причем я бы даже сказал, что 335 59 года, маленький намек на размер грифа. Кто знает, у Гибсонов в этом году был отдельно большой профиль грифа, отдельно толстый, тут он такой, как бейсбольная бита. Так вот, 22 лада, гриф, естественно, вклеен, не болчен. Два хамбакера. Здесь это хамбакеры, которые называются Classic Power. Вот такое вот интересное название. По индивидуальной ручке громкости на каждый звукосниматель и также индивидуальная ручка тембра. Ну и трехпозиционный переключатель, все как обычно. Гитара довольно яркая, она, как и любая такая полуакустическая гитара, особенно которая преимущественно сделана из клена, она такая верхастенькая. Соответственно, если вы играете джаз, это довольно неплохо, потому что все равно тон вы срезаете, да, там, ну как-то там разными способами. Я, например, из всех джазовых звуков предпочитаю, когда ты разгоняешь усилитель и слегка приубираешь ручку громкости. В этом миксе и сегодня на записи я так и делал, когда играл джазовый этюд на тему Санни. Так вот, звук довольно яркий, и для джаза это довольно неплохо, потому что если вы затемняете и так довольно мутную гитару, то ничего хорошего из этого не выйдет. Дальше, что еще хочется упомянуть, и упомянуть, мне кажется, обязательно надо. Я потратил всего лишь, наверное, минуты 3 на то, чтобы чуть-чуть повернуть анкер, чуть-чуть опустить тюноматик, да, здесь такой тюноматик с стоп-тремоло похожий, ну, такой традиционный довольно, из двух частей состоящий. Я вот его чуть-чуть опустил. Струны практически легли. Здесь расстояние может быть миллиметр до грифа, при этом ничего не звенит. Все очень удобно играется, и даже этот большой гриф вообще никаким образом не смущает. Здесь и быстрое может что-нибудь поиграть, и это не будет вам мешать, я уверяю. Гитара очень комфортная и очень удобная, что для ее цены вообще, честно говоря, золотое качество. Если поставить на эту гитару не девятки, которые стоят здесь по умолчанию, а хотя бы, десятки, одиннадцатые,
то гитара совсем будет лучше себя вести, особенно в таких джазовых, роковых партиях, потому что мензура здесь короткая, гибсоновская, и немножко вяленькие струны, немножко их слишком уж легко, они под пальцами куда-то уходят, разъезжаются. В общем, к тонким струнам надо привыкать. Если вы играете фанк, это, наверное, классно. Кстати, фанк тоже более-менее неплохо звучит на этой гитаре. Но если вы играете рок или джаз, то, в данном случае, наверное, чем толще, тем будет комфортнее. Именно комфортнее. Я не скажу, что будет лучше звучать, просто, наверное, будет комфортнее с такой мензурой. Но не стоит думать, что если на гитарах есть полости, то они только для джаза. Эта гитара довольно неплохо себя показала и на таком суровом, жестком перегрузе. Обратите внимание, что и всякие Limp Bizkit, Уэса Борланда и прочие ребята, которые играют довольно тяжелую музыку с большим количеством перегруза, обращаются иногда и к банкам, и записывают, к полуакустикам, иногда записывают рок-партии на полуакустиках, потому что они звучат довольно жирно и массивно. И на этой гитаре, мне кажется, перегруз тоже такой довольно жирненький получился. Я скажу честно, гитара меня приятно удивила. Я настоятельно советую вам сходить в магазин и тоже приятно удивиться, и поиграя на этой гитаре. Возможно, она вам очень понравится. Если вы сходили и посмотрели эту гитарку, напишите нам об этом в комментариях внизу. А даже если вы не ходили, напишите, как вам понравился звук, не понравился. По-моему, довольно достойный. Ну что ж, подписывайтесь на нас. Конечно же, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Да вы сами все знаете лучше, чем я. До новых встреч! Вася, я понял, что я не знаю, какая мензура. Сейчас скажу. 628 миллиметров. Переводить что-то. 728 миллиметров? Переведи. 628. 628 миллиметров? Сейчас. Ты знаешь, да, что Siri можно просто написать 620 миллиметров в дюймах, и она скажет тебе сразу. Siri 628 миллиметров в дюймы. 24,72. Супер.